Добрый день, дорогие друзья! Решила выйти в эфир и поздравить вас с наступающим Новым годом. Я только что вернулась из театра, посмотрела балет «Щелкунчик». Он был шикарный, невероятная музыка, шедевр Петра Петровича Чайковского. Я получила огромный заряд удовольствия и энергии. Поэтому я вам всегда рекомендую заряжаться энергией, когда вы ходите на какие-то мероприятия, которые приносят вам удовольствие. Удовольствие, такие как балет, что вы любите, театр, опера, может, просто поход в горы или на природу куда-то. И обязательно не забудьте подготовиться к Новому году, подвести итоги уходящего года. Что вам удалось, чего вы еще не сделали, возможно, что вы планируете сделать на следующий год. Обязательно напишите ваш план на следующий год. Потому что когда мы планируем, то мы тем самым программируем себя, свой мозг на эти планы. И запоминайте вот эти позитивные эмоции. То есть, когда вы планируете, это как намерение. Во-первых, делайте это с позитивными эмоциями, с удовольствием, прислушиваясь к истинным желаниям, не к тем, которые как бы навязываются вам окружением, а именно ваши искренние желания. Это желание вашей души. Услышьте их. Что такое, что приносит вам удовольствие и радость, настоящую радость. И обязательно вот эти истинные желания в форме намерения, то есть это говорится в настоящем времени, или записывается в настоящем времени, и потому что в пространстве нет будущего. Пространство все состоит из настоящего. Понимаете, это бесконечное настоящее. И в этом настоящем мы проживаем нашу жизнь и разные ветки реальности. И мы можем из одной ветки перейти в другую ветку совершенно спокойно, когда мы меняем наши вибрации. Понимаете, все это вокруг нас вибрации. И поэтому, меняя свои вибрации на позитивные, мы можем менять свои веточки реальности. Записывая намерения в настоящем времени с позитивными, высокими эмоциями. Конечно, когда вы будете, кстати, записывать итоги, подводить этого уходящего года, обязательно с чувством благодарности, и любви, потому что это был год. Даже если что-то вам не удалось сделать, это не проблема, это не страшно. Это был урок какой-то, может быть, для вас, понимаете? Какие уроки вам удалось понять, осознать, пройти за этот год, чтобы их не повторять, чтобы не ходить по этому повторяющемуся циклу. Уроки нам даются для того, чтобы мы их приняли, осознали и отпустили. Вот, дорогие мои, запишите намерения. Старайтесь записывать намерения не такие прямо какие-то фантастические, а реальные намерения, которые действительно можно осуществить. Например, я стану миллиардером, да, а миллионером.
И шаги, какие шаги к этому, да? Вот. Ну, помимо материальных, конечно, целей, должны быть цели для души, духовные цели. Например, пройти какое-то обучение, понимаете, получить новые знания. Например, я очень хочу получить знания по астрологии. Меня очень-очень глубоко интересует астрология. То есть когда-то я к ней относилась как к ненаучному, чему-то такому поверхностному. Сейчас я понимаю, насколько это связано именно с мистикой, эзотерикой, все, что я обожаю, люблю, принимаю всем своим сердцем. Таким образом, дорогие друзья, проведите это время в спокойствии, потому что спокойствие — это и есть счастье. Это не обязательно должна быть какая-то бурная радость, а просто спокойствие и вот такое чувство удовлетворения и внутренней гармонии, когда вы именно находитесь в гармонии с самой собой, со своей душой, со своими какими-то, с какой-то миссией вашей души, которой вы идете, понимаете? Мы всю жизнь идем к этой миссии, понимаете? Не так, что мы прямо вот ее уже должны в следующем году достичь. Мы идем к ней. Кто-то быстро, кто-то медленно, в зависимости от вашей миссии, понимаете? Поэтому будьте наполнены именно вот этой позитивной энергией, намерения, и ощущайте это в настоящем времени уже, как будто это уже сейчас происходит. Не когда-нибудь в будущем, через 5 лет или 10 лет. Это происходит уже сейчас. Вы потихонечку двигаетесь к этой вашей цели. Вы на пути к миссии вашей души. Это может быть любовь, какая-то работа, хобби, отношения, может быть, все вместе, а может быть, просто важно прийти к внутреннему соединению со своим высшим «Я», потому что когда мы соединяемся с нашим высшим «Я», все происходит само собой, начинаются чудеса. На этой ноте волшебной я заканчиваю, обнимаю вас и с наступающим Новым годом!